привет, мои любимые девчонки! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я вам покажу, как я провожу свои осенние дни. Мой день начался с урока по вокалу с новым преподавателем. Я обожаю петь и пою абсолютно везде. Иногда друзья зовут меня в караоке, но как только я слышу свой голос в микрофоне, я впадаю в ступор и совершенно теряюсь. Поэтому одно из последних моих желаний было проработать этот страх петь в микрофон, привыкнуть к своему голосу. Я уже была у одного преподавателя, но, к сожалению, с ней у меня был негативный опыт. И тут мне посоветовали нового, и я решила не сдаваться и снова попробовать пойти на урок. Переживала и волновалась, так как до этого у меня вообще не было вокального опыта, но преподавательница была настолько милая и отзывчивая, что, кажется, я нашла идеального преподавателя по вокалу. После вокала у меня было офигенное настроение, поэтому я решила его поднять еще больше матчей и любимым круассаном. Так как моя работа больше сезонная, то осенью у меня появляется много времени для себя, а также для проведения курсов. Осенью я часто провожу курсы своим клиенткам и прохожу курсы для себя, для своего саморазвития. Я обожаю свою работу и готова вставать даже в 5 утра ради своих клиентов, особенно ради невест. Но, к сожалению, мое настроение зависит от погоды и солнечных дней, и как только приходит осень со своими дождями, мне вообще не хочется выходить из дома, даже на мою любимую работу. Поэтому после работы я решила пойти на шопинг, чтобы поднять себе настроение. Я давно хотела обновить себе зимнюю куртку, поэтому моей целью было найти красивую зимнюю куртку. Я очень переборчива в одежде, поэтому это была задача со звездочкой. Первым делом я зашла в КОС. Куртка не совсем то, что я искала, но джемперы и лонгслив мне очень понравились. Далее я пошла в Мадиму Дути, но ничего там не нашла. Ожидала хотя бы найти джемпер, который в прошлый раз мерила, но и его там тоже не было. Мы с Катей в одних топах. Давай, давай, красавица. Все. Вот так, пониже, пониже. Не спрашивайте у нас, где вы видите толпы. Нигде. Катя купила себе новый фотоаппарат. Я обожаю время, проведенное с моей подругой Катей. Она очень веселая, и мы часто вспоминаем школьные мемы, от чего смеемся на весь ресторан. Она часто помогает и поддерживает меня, когда я совсем растеряна. Для этого и нужны друзья. Девчонки, смотрите, какую нам вкусняшку принесли. Музыка. Вообще. Наконец-то. Такая, как Катя. Мы Настюшей пьем Порнстарные пиццу. Мы созданы для этого. Да. Посмотрите, какая Катя сегодня красивая. Нежнейший цветок. Ангел спустился на эту землю. Лебедь, порхающий крыльями. Это мое альтер-эго. Мой черный лебедь. Взяли себе порнстар мартини, и Катя сказала прекрасный тост, что она хочет выпить за мою поджелудочную. Кто, как не подружка, позаботится. Да будет порезана пицца. Давай, Катюша. Пошла. Я леворукая, кстати. Ты леворукая? А что ты к моей пицце полезла? Ну, чтобы ты быстрее вкусила. На следующий день у меня было много свободного времени, поэтому весь день я решила посвятить себе. Погода была солнечная, поэтому по плану было сходить в спортзал, прогуляться в парке, почитать книгу и романтизировать осень.
Заметила, что осенью мне чаще хочется надевать лосины, какие-то спортивные костюмы, теплые шерстяные свитера, чтобы мои образы были более комфортными, теплыми и милыми. К сожалению, у меня был большой перерыв со спортом, я не занималась 2 месяца, поэтому первые тренировки мне давались немного тяжело. Но, скорее всего, я буду возвращаться в прошлый зал, так как здесь нету групповых тренировок, а тренер, с которым я занималась ранее, уже не тренирует. Hey, it's freezing. Oh, what do you need? Hot tea, coffee? Lip gloss. После тренировки я решила немного расслабиться и сначала пойти в мою любимую кофейню за матчей. В этой кофейне я обожаю круассаны с кремом, но чтобы их купить, нужно быть нереальным счастливчиком, так как их всегда нет в наличии. К сожалению, в этот день их тоже не было, но ничего страшного, ведь я хотела просто взять матчу на вынос и прогуляться. Я решила немного почитать в моем любимом парке, и только посмотрите, как осень украсила своими красками этот парк. Далее начался дождь, я не успела толком почитать, но ничего, это все равно не испортило мои планы. Я решила пойти купить попкорн и устроить себе вечер фильма. Так, девчонки, я голодная, и я хотела бы приготовить себе карбонару и поделиться этим рецептом с вами. Очень быстрый рецепт и очень вкусный. Со мной этим рецептом поделилась моя лучшая подруга, а я от сердца отрываю его. У меня закипела водичка. Меня видно из-за пара или нет, не знаю. Первое, что нужно сделать, это отварить, конечно же, спагетти. Я ем, даже написано аль денте. Вот. Я ем только аль денте, даже когда где-то иду и заказываю себе пасту. Я всегда говорю, чтобы мне приготовили аль денте, потому что у меня проблемы с желудком, и мне врач сказал, есть только аль денте. Ну, типа как аль денте, кто не знает, это такие чуть-чуть недоготовленные спагетти. И мне они очень нравятся. У меня закипела вода, и я беру спагетти, где-то вот столько спагетти. И, конечно, в воду, которая у меня закипела, я кладу спагетти. И варю их где-то на медленном огне или на среднем, где-то 9 минут. Но обычно на каждой упаковке написано, сколько нужно варить. У меня написано 9, я уже, в принципе, привыкла. Некоторые я варила и 6 минут. Но это не важно. Варим спагетти. Каждый варит сам, как ему надо. Вот. И что делаем дальше? Далее у меня вот такие вот уже бекон порезанный. Я просто жарю этот бекон. Я не ем именно свиное мясо, но бекон является исключением. Мне не нравится оно по вкусу, но вот именно в карбонаре бекон является исключением, поэтому я его ем. Я высыпаю бекон, я не добавляю никакого масла, ничего. О боже. Пекельная кухня. Выпуск миллионный. Здесь у меня варится паста моя. Так. Не знаю, как сделать, чтобы у меня не мигало. О боже. Так, тихо. Куда ты тут бежишь? Тихо. Собралась уже куда-то. Вот. Не ломаем, чтобы у итальянцев не было инфаркта миокарда. Вот так аккуратненько ждем, пока она расслабится. И впихаем ее так, чтобы она влезла вся. И бекончик. Бекончик тут жарится у нас. Сначала его на таком сильном огне или среднем нужно пожарить. О боже. Короче, девочки, ждем, пока она тут сообразит.
Вот. И жарим бекончик наш на таком сильном огне. Ждем, пока наши спагетти сварятся. Там. Можно добавить соли и перца, что я сейчас сделаю. Вот они чуть поджарились, я убавляю. И все. И они дальше себя будут кайфовать вот уже потихонечку. Но мы в этот момент не марнуем часу, так сказать, не теряем нашего времени и готовим что-то. Я сейчас вам скажу, что. И что мы готовим? Типа как, не знаю, соус, не соус, неважно. Пармезан, пармиджано и яйца. Мы берем 2 желтка, не знаю, видно мне там или нет. Мы берем 2 желтка или 1 желток. Я люблю, когда 2 желтка. Поэтому, если вы одна едите, я тоже сейчас ем одна. Это все для меня любимой. Вот. И я беру для себя 2 желтка. Именно 2 желточечка, не знаю. Я отделяю белок от желтка. Вот такой вот желточек у меня вышел. Раз. Далее. Вот у нас есть желточек тут наш. И я на глаз сыплю наш пармиджано. Пармезан, ну у меня тут на донышке уже осталось. Я его насыплю. Уже сколько тут есть. Я люблю сыр. Ладно. Поэтому сыплю так. Ну, уже сколько тут есть, только и сыплю. Вот. И потом вот это вот я смешиваю. И это мы будем добавлять в конце. 5 минут осталось. Я немного убираю наш бекон, потому что у меня тут слишком уже интенсивная жарка пошла. И все, взбиваю, смешиваю. Вот. И буду этим в конце заправлять нашу пасту. Вот такой вот у нас получился. Сыр смешался с желтком, все. Так, девчонки, я уже слила воду. Добавляю это. Вот видите, у меня пожарился мой бекон. Вот. Я это дальше все смешиваю. И теперь немножко добавляем сливок. У меня 30%. Совсем чуть-чуть. Вот. Добавим. И это все теперь на медленном огне нужно протушить. Вот, чтобы была у нас более наша паста такая сливочная, что ли. Я не люблю как-то слишком заморачиваться. Я не люблю готовить прям сильно много. Точнее, как я люблю готовить, но когда у меня есть настроение, это во-первых. И я не люблю на каждый день очень много времени тратить на готовку. Вот, поэтому я люблю такие быстрые варианты приготовления еды. Примерно вот так вот у меня получилось. То есть тут чуть-чуть осталось жидкости. Вот, и теперь сюда мы добавляем нашу вот это вот, то, что мы сделали. И убираем с огня сначала. Оп, все, конец. И добавляем вот это вот сюда. Вот такая вкусная паста у меня получилась. Если будете использовать этот рецепт и тоже готовить карбонару по этому рецепту, пишите комментарии. Я буду есть. Мне приятного аппетита и вам приятного аппетита, если вы будете готовить эту пасту. Напишите обязательно, если будете ее готовить, как вам рецепт. Далее я решила немного отдохнуть и включить себе фильм. Тем более я уже давно купила попкорн под него. Осенью и зимой я люблю по классике смотреть старые фильмы. Зимой я чаще всего смотрю «Один дома», «Гарри Поттер», а вот осенью я люблю смотреть «Сумерки» и старые фильмы про Хэллоуин. В этот раз я выбрала очень старый фильм «Фокус-покус». Но, как сказала моя подруга, этот фильм вне времени. Это диснеевский фильм, очень прикольный, про 3 ведьм, которые забирали детей, чтобы омолодиться, потом их повесили, прошло 300 лет, их снова вернули в живых, и действия проходят в день Хэллоуина. Вот, очень интересный, я
что советую вам посмотреть этот фильм, точно не пожалеете. Так как недавно у нас проходил Хэллоуин, смотря этот фильм, я прям вернулась снова в эти дни и прониклась еще больше этим фильмом. Я уже буду заканчивать свой влог. Как-то так прошли мои последние пару осенних дней. Я очень рада, что вы смотрите мои видео, и надеюсь, вам они нравятся. Если вам они нравятся, не забывайте ставить мне сердечки, лайки. Мне это очень приятно. Пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А я буду с вами прощаться. Пока-пока!